Смотрите до самого конца, от этого зависит ваш прорыв. Вы когда-нибудь чувствовали, что что-то невидимое работает против ты? Ты усердно работаешь, молишься, стараешься оставаться честным, полным надежды, верным. И все же чего-то не хватает. Денег никогда не хватает. Счета продолжают накапливаться. Каждый раз, когда ты немного продвигаешься вперед, что-то отбрасывает тебя на 2 шага назад. Ты видишь, как другие поднимаются, некоторые даже не пытаясь, и молча задаешься вопросом: «Боже, когда же моя очередь?» Ты не одинок, дитя мое. Это сообщение, этот самый момент в вашей жизни не совпадение. Что, если я скажу вам, что есть скрытая духовная сила, безмолвная цепь, опутывающая вашу финансовую жизнь? Что, если я скажу вам, что прежде чем вы сможете получить свое чудо, прежде чем благословение, прежде чем двери откроются и наследство будет высвобождено, что-то должно быть сломано в невидимом мире? Оставайтесь со мной, потому что то, что я вам сейчас покажу, изменит всю структуру вашей жизни. Это гораздо глубже, чем просто невезение или плохие решения. Я говорю о шепот предков, старые верования передаются из поколения в поколение, как отравленные реликвии. Деньги – это зло. Мы не созданы для того, чтобы быть богатыми. Страдания доказывают, что ты любишь Бога. Те, у кого есть богатство, наверняка его украли. Знакомо. Теперь ты в Доме Божьем. Они прячутся в ваших мыслях. Они живут в вашем подсознании. И они блокировать-то, что я уже обещал вам. Они становятся духовными контракта, с которым твоя душа неосознанно соглашается. И каждый раз, когда я посылаю чудо, урожай, прорыв, оно натыкается на невидимые стены. Двери, которые должны открываться, остаются закрытыми. Ключи, которые должны поворачиваться, остаются застрявшими. И ты удивляешься, почему. Но я вам сейчас скажу, ты никогда не должен был жить в нужде. Ты никогда не был предназначен для того, чтобы трудиться без награды, сеять без жатвы. Это не мой завет. Это не в моем сердце. Слушайте внимательно. Ваше изобилие уже вписано в вашу судьбу, но ты должен подняться и отречься, что было сказано тебе прежде, чем ты успел сказать хоть слово, чтобы этому противостоять. Ты должен разорвать цепи духовного саботажа. Потому что вот святая истина, богатство не является злом, процветание не гордыня. Когда оно рождается через меня, когда оно пропитано верой, щедростью и благодарностью, оно становится божественным инструментом, священным семенем, которое растет, благословляя поколения. Но враг это знает. Именно поэтому он атакует ваш разум, а не ваш кошелек. Он закладывает ложь глубоко в ваше сердце. Он хочет, чтобы вы чувствовали себя виноватыми за желание большего, думали о мелочах, отступали. Потому что он знает, как только вы поймете, что действительно ваше, ты будешь входить во власти. Вот почему ты должен оставаться со мной. Не пропускай. Не уходи. Потому что в этом послании я покажу тебе духовный корень ваших ограничений и сверхъестественный выход. Есть дверь. Есть ключ. И прежде чем этот час закончится, я вложу его в твою руку. Но начинается все с вопроса: а что, если те самые мысли, которые вы считали скромными, на самом деле являются цепями, которые делают вас бедными? Оставайтесь до конца. Потому что чудо я собираюсь выпустить не только благословит вас, это будет трансформировать вас. И к тому времени, как мы закончим, вы не только понимать проклятие, которое заблокировало тебя, ты уйдешь с власти, чтобы сломать его. Это начало вашего урожая. Но благословению предшествует откровение.
И прежде чем я отпущу твое наследство, я должен разрушить то, что молча грабило тебя. Подождите, я назову вам имя невидимой силы, которая удерживает 90% верующих. Вы это почувствовали. Но теперь вам придется с этим столкнуться. И вот тогда начинается ваше чудо. Не все неудачи – ваша вина, некоторые из них достались вам по наследству. Дитя мое, я хочу, чтобы ты на мгновение глубоко вздохнул и позволил этим фразам проникнуть в твою душу. Ты проклят не потому, что слаб. Ты связан, потому что никто не сказал тебе, откуда взялись эти цепи. Есть боль настолько специфическая, настолько повторяющаяся, что только те, кто жил под ее тенью, по-настоящему ее понимают. Такая боль, которая случается, когда ты выкладываешься по полной, жертвуешь всем, молишься со слезами, постишься, повинуешься, и все же жизнь стоит на месте. Никакого продвижения. Никакого прорыва. Никакого избытка. Кажется, будто все твои усилия рассыпаются в прах, едва ты приближаешься к двери. Сколько раз ты говорил: «Я просто не могу отдохнуть». Сколько раз по утрам вы просыпались с тревогой из-за просроченных счетов, сложных решений и туманного будущего? Как часто вы чувствовали стыд не потому, что вы ленивы или неблагодарны, а потому, что что-то в вас, знает, тебе было суждено больше? Позвольте мне сказать вам то, чего большинство пасторов не скажут. Не каждая финансовая неудача, ваша винаочка, не каждая неудача – результат неправильного управления, лени или греха. Иногда, чаще, чем вы думаете, существуют реальные, стратегические и разумные решения, духовные силы, чьей единственной задачей является держать детей Божьих в финансовом отчаянии. Вы не представляете себе давление. Вы не представляете себе эти препятствия. Вы не представляете себе картину, еле-еле сводящих концы с концами, частые, почти упущенные возможности и круговорот борьбы за выживание для всей семьи. Это не совпадение. Это не просто плохие времена, точка невидимой операции созданной, чтобы заставить бедность чувствовать себя нормальной, даже святые. Поколенческие модели, которые остаются незамеченными, потому что мы одухотворили страдания и демонизировали процветание. Но вот секрет, который знают очень немногие – бедность не только экономическая, она духовная. Позвольте мне спросить вас, была ли ваша бабушка бедной? Ваш отец постоянно работал, постоянно уставал, но никогда не преуспевал? Видите ли вы те же трудности у своих братьев и сестер, кузенов, даже у собственных детей? Разная работа, разные десятилетия, один и тот же результат. Это то, что я называю духовная финансовая ловушка, и, если честно, вы не раз ощущали его присутствие. Тяжелая туча, которая опускается каждый раз, когда рост пытается приблизиться к вашей жизни. Задержка, которая возникает на пороге чуда. Смятение, которое возникает, когда приходит время принимать финансовые решения. Невидимая война. Билли Грэм однажды сказал то, что мало кто воспринял всерьез: духовный мир более реален, чем физический. И в мудрости своей я говорю вам сейчас: за каждым видимым образцом недостатка стоит невидимое начало ограничения. Вы боретесь не с бумагами, вы боретесь с полномочиями. Не принимайте то, что вам никогда не было предназначено унаследовать. Когда Дитя Божье говорит: «Мне просто не суждено иметь деньги», я плачу. Потому что вижу, как годы духовного угнетения сбили моих детей с толку, заставив их думать, что недостаток равен праведности. Но это искажение, насажденное врагом, который боится того, кем вы станете, если у вас будет богатство с мудростью. Послушай меня, ибо это истина. Существуют древние духовные соглашения, которые никогда не нарушались, только соглашения, заключенные поколениями назад в неведении, боли, отчаянии. И хотя твоего имени в контракте нет, твой род там. Ты платил долги,
которые тебе не принадлежат. Ты унаследовал не просто фамилию, ты унаследовал духовные войны. Вот почему, даже если вы даете десятину, даже если вы веруете, что-то остается запертым, вы молитесь о дожде, но ваша духовная почва никогда не была освящена. Ваш урожай не может быть собран с проклятой земли. И пока вы не вернете себе и не освободите эту территорию, ничего не вырастет. Вот почему сегодняшнее послание – это не просто слово, это божественное вмешательство. Бог приоткрывает завесу, чтобы показать вам то, в чем враг надеялся, что вы никогда не усомнитесь. Потому что как только вы видите этого не развидеть, как только ты поймешь, что некоторые битвы – это древность, ты перестанешь винить себя за каждое поражение и начнешь расти как воин, которым тебе было предназначено быть. Вы когда-нибудь задавали себе вопрос, почему некоторые люди, даже менее образованные или прилагающие меньше усилий, преуспевают в то время, как вы испытываете трудности? Может быть, они родились на освященной земле, а вы на спорной. Может быть, ваша духовная территория находилась под осадой еще до вашего рождения. Не поймите меня неправильно, это не послание отчаяния. Это откровение власти, потому что то, что терпели на протяжении поколений, может быть сломан вами. Ты тот самый. Ты помеха. Ты хранитель ключа. Тот, кто избран, чтобы отменить приговоры бедности, списать долги духовного угнетения, провозгласить с верой то, во что никто из твоего рода не осмеливался поверить: «Я не буду жить в нужде». Но сначала я должен пробудить вас к реальности того, с чем вы столкнулись. Потому что только перестав винить себя в буре, вы сможете приказать ей прекратиться. Поэтому остановитесь здесь со мной и сделайте что-нибудь мощное, поставьте лайк к этому видео, не ради алгоритма, а как акт веры. Как публичное заявление о том, что вы отказываетесь оставаться слепыми к цепям, которые вас сковали. Пусть это станет вашим первым шагом к свету, к изобилию, к сверхъестественному освобождению. Речь идет не о погоне за богатством ради гордости. Речь идет о возвращении своего духовное наследие. И теперь я задам вам самый болезненный вопрос из всех. А что, если ваше послушание было истинным, ваша вера была крепкой, но ваша земля так и не была очищена? А что, если ваше чудо не отвергается, а лишь задерживается из-за того, что почва под вами все еще духовно порабощена? А что, если бы сегодня, прямо сейчас, эту задержку можно было бы преодолеть? Не отворачивайтесь. Потому что в следующем выпуске я открою вам библейский проект о ком-то, кто оказался в ловушке этой же невидимой битвы, и о том, как я его освободил. И если я сделал это для них, я сделаю это и для вас. Но сначала отметьте этот момент. Поставьте лайк этому сообщению. Провозгласите свое пробуждение. Настоящая битва вот-вот начнется. Но и ваше избавление. Остаться со мной. Потому что то, что я вам сейчас открою, изменит ваше отношение к каждой финансовой неудаче, с которой вы когда-либо сталкивались. Вы родились не для того, чтобы просто выживать. Вы были созданы не для того, чтобы просто выживать. Вы не были созданы в утробе матери с божественной точностью, в вас не был вдохнен Дух Божий, чтобы проводить дни в страхе перед счетами, нуждой или финансовым крахом. Нет, дитя Божие. Ты родился, чтобы умножать. Это не просто поэтическая фраза. Это ваш божественный план. Способность творить, строить, расширяться и переполняться заложена в самой сути вашего существа. Но где-то на этом пути кто-то, возможно, многие, научил вас опускать глаза, умерять ожидания и мириться с ограничениями. А теперь позвольте мне показать вам нечто священное. Позвольте мне вернуть вас к чуду, запечатленному в 4 главе книги «4 царств». История вдовы.
ни царица, ни жрица, вдова, женщина, объятая горем, потерями и крайней нуждой. Она пришла к пророку Елисею в отчаянии. Ее муж умер, долги росли, а кредиторы грозили обратить ее сыновей в рабство. Представьте себе этот ужас. Представьте, что вы на самом дне, ваше сердце разбито, ваша семья под угрозой, ваше наследие на грани уничтожения. Вы когда-нибудь там были? Вы когда-нибудь взывали ко мне и чувствовали, что опоздали? Что ущерб уже был нанесен, что вы были на грани потери не только того, что имели, но и восты? У этой женщины не было ни богатства, ни влияния, ни запасного плана. Но у нее было то, чего мир не мог увидеть. У нее был семя. Елисей задал ей один вопрос: «Что есть у тебя дома?» И она сказала: «Ничего, кроме маленькой баночки масла». Вот оно. Начало вашего чуда всегда начинается там, где вы называете «ничто». Бог специализируется на совершении сверхъестественных дел с тем, что другие считают незначительным. Он сказал ей: «Иди, возьми себе сосудов». Не несколько. Сколько сможешь. А потом закрой за собой дверь. Избавься от шума. Избавься от сомнений. Избавься от стыда. И начинай наливать. И когда она послушалась, произошло нечто святое. Масло не иссякло. Оно продолжало течь. Каждый сосуд наполнился. То, что когда-то было малым, скрытым, забытым, стало основой ее приумножения. Вот что я хочу с тобой сделать. Вы говорите: «Боже, у меня есть только руки». Я говорю: эти руки построят то, чего мир еще не видел. Вы говорите: «Боже, у меня есть только мой голос». Я говорю: этот голос будет говорить о жизни и откроет двери, которые не смогли открыть короли. Вы говорите: «Боже, у меня нет денег». Я говорю: но у тебя есть мне. И серебро, и золото принадлежат мне. Видите? Чудо началось не с богатства, оно началось с веровой разгар кризиса. Все началось с женщины, которая поверила мне, даже когда ее ситуация кричала, что все кончено. Это истинная вера. Не чувствовать себя сильной, когда все легко, а провозглашать «все», к чему я прикасаюсь, благословляется, когда у тебя не останется ничего, кроме меня и кувшина масла. А теперь взгляните на себя. Сколько раз враг обманывал вас, заставляя думать, что вы пусты? Сколько дней вы смотрели вокруг и говорили: «У меня ничего нет», когда на самом деле вы держали в руках ключ к своему спасению? Враг действует через мышление дефицита, он питается вашими сомнениями. Он шепчет ложь, завуалированную религиозным языком: будьте скромны. Оставайтесь маленькими. Вы не созданы для большего, но смирение – это не думать о себе хуже, а думать о себе лучше, справедливо в свете того, кем я тебя создал. И я не создал тебя для меньше. Я сотворил вас, чтобы вы плодились и размножались, чтобы вы обладали землей и ходили во власти. Это не гордость, это послушание к исходной команде. Поэтому теперь я должен спросить тебя, и я спрашиваю со всей настоятельности небес: кто вам сказал, что вам не позволено процветать? Кто убедил вас, что изобилие для других, а не для вас? Кто сказал, что в вашей жизни будет всего в меру? Кто связал вашу ценность с вашей зарплатой, а вашу ценность с вашим банковским счетом? Чьи слова вы усвоили и теперь засели в самой глубине вашей личности, саботируя каждый ваш шаг на пути к благословению? Пора разоблачить ложь. Пора выкорчевать ее с корнем. Потому что каждый раз, когда вы говорите «я не могу», враг празднует.
Каждый раз, когда вы чувствуете вину за свои мечты, стыд за просьбы или нерешительность в принятии, Он знает, что цикл продолжается. И каждый раз, когда вы смотрите на свое масло и говорите: «Он слишком маленький, ты отменяешь умножение, которое я тебе приготовил». Дитя мое, послушай меня. Я дал тебе дары. Я дал тебе видение. Я поместил духовный интеллект внутри тебя. И оно никогда не должно было оставаться бездействующим. Оно никогда не должно было сидеть в страхе или тонуть в борьбе за выживание. Тебе предназначено процветать, а не барахтаться. Вы должны расти, а не сжиматься. Вы должны создавать богатство, а не быть раздавленным нуждой. Во Второзаконии 8 часов 18 минут говорится: «Господь, Бог твой, дает тебе силу приобретать богатство, чтобы утвердить завет свой». Вы это слышали? Богатство – это не совпадение. Богатство – это подтверждение. Это маркер завета. Это доказательство того, что я держу свое обещание в твоей жизни. И враг не хочет, чтобы это доказательство проявилось, поэтому он атакует единственное место, где, как он знает, ты будешь слушать твой разум. Он говорит вам, что богатство – это зло. Он говорит, что просить – это проявление жадности. Он говорит вам, что бедность свята. Но я говорю вам сегодня, это последняя ложь, которая пройдет через вашу душу без вызова. Потому что в тот момент, когда ты начнешь говорить мою правду, даже когда твоя кладовая пуста, даже когда твой счет исчерпан, даже когда мир говорит, что ты потерпел неудачу, вот тогда и начинает литься нефть. Повтори это вместе со мной сейчас. Все, к чему я прикасаюсь, благословляется. Каждая моя идея плодотворна. Каждое посеянное мною семя возвращается умноженным. Каждый мой шаг направляется божественной стратегией. Это не позитивное мышление. Это королевство жизни. Ты провозглашаешь эти истины не потому, что они уже очевидны. Ты провозглашаешь их потому, что я так сказал. И когда я говорю, творение откликается. Так в чем же твоя нефть, дитя мое? Что таилось в уголке твоей души, что ты игнорировал, отвергал или принижал? Это ваше творчество. Это твой голос. Это твоя идея. Ваши руки, ваше время, ваша мудрость. Перестаньте ждать урожая, чтобы доказать свое благословение. Начните благословение земли, поэтому оно принесет урожай. Тебя не забыли. Тебя не оставили без внимания. Ты не застрял. Ты как раз в той точке, где я готов излить, если ты готов снова поверить. Я не создал тебя для крошек. Я создал тебя для переполнения. Я не помазал тебя на аренду духовной территории. Я призвал тебя владеть это. Но сначала, как и вдова, ты должна закрыть дверь, отбросьте сомнения, стыд, религиозную вину и унаследованное от предков мышление бедняков, и начните вкладывать в то, что у вас есть, с верой. И если вы это сделаете, если ты доверишь мне немногое, если вы поверите, что мой голос сильнее вашей скудости, тогда я сделаю то, что делал всегда, я буду умножать. Но вы должны сделать первый шаг. Вы должны снова поверить. Вы должны говорить о жизни там, где вы молчали. И поэтому я спрашиваю тебя еще раз, и на этот раз ответь мне от своего духа, что вы назвали ничем, что на самом деле является вашим чудом в форме семени. Что ты похоронил в страхе, что я теперь призываю тебя воскресить? Как долго вы будете верить лжи о том, что вам не суждено преуспеть? Потому что правда в следующем: ты был не создан, чтобы выжить. Ты был не рожденный страдать. Ты – мое дитя.
Ты носишь мой образ. Ты ходишь под моим заветом. И сегодня вы вступаете в умножение. Оставайтесь со мной, потому что в следующей части я покажу вам, как именно активировать это масло в своей жизни, и то единственное духовное решение, которое переключает золотую середину между нехваткой и избытком. Не пропустите. Чудо движется. И там есть твое имя. Дитя мое, теперь, когда ты увидел картину, невидимую силу, духовный саботаж, божественное семя в твоей руке, пришло время противостоять самой глубокой причине, по которой многие так и не достигают изобилия. И это не связано с ленью, недостатком молитв или недостаточным трудом. Это глубже, чем просто экономика. Это касается корней души, того места, где формируются убеждения и где в тишине даются внутренние обеты. Позвольте мне задать вам личный вопрос. Чему вас учили в отношении денег в детстве? Что говорила ваша мать, когда не могла платить за квартиру? Что говорил ваш отец, когда возвращался домой измученным, но с пустыми руками? Какие фразы звучали в вашей семье, когда речь заходила об успехе, богатстве или людях, у которых всего более чем достаточно? Возможно, вы слышали: деньги приносят проблемы. Богатые люди жадные. Я бы предпочел быть бедным и жить в мире. Нам много не нужно, мы не такие, как они. И, может быть, вы в это верили. Может быть, это звучало свято. Может быть, это даже приносило утешение в тот момент. Но позвольте мне сказать вам суровую правду, прикрытую милосердием, эти слова не были мудростью. Они были обетами ограничения, сказанные с болью, подкрепленные страхом, передаваемые как священная традиция. И постепенно, с годами, они проникали в твою душу. И теперь, даже когда твои уста молят о пропитании, твое внутреннее существо все еще сопротивляется этому. Это духовное противоречие. А противоречие в духе – это то, чем питается враг. Билли Грэм однажды сказал: «Враг процветает там, где царит духовное невежество». И я говорю вам сейчас, это разногласие между вашей верой и вашей идентичностью является полем битвы, и дело не в отсутствии возможности снаружи, а во внутреннем сопротивлении. Война идет не в банке. Война идет в системе верований. То, что вы думаете о деньгах, определяет то, что вам разрешено получать. Это не просто психология. Это духовная архитектура. Духовное царство отвечает не только на ваши просьбы, но и на ваши соглашения. И если вы согласились, сознательно или нет, с идеей, что процветание – это зло, что богатство делает вас менее святыми, что его приумножение развращает, то небеса не смогут принять то, что ваша душа объявила нечистым. Вот почему некоторые могут верно платить десятину, щедро жертвовать и все равно жить в финансовых трудностях. Потому что, сия руками, они сопротивляются сердцем. Тюрьма не физическая, а духовная. Воздвигнутая словами, поддерживаемая внутренними обетами, защищенная гордостью, замаскированной под смирение. Позвольте мне продемонстрировать вам контраст. Богатство против бедности – дело не только в деньгах. Дело в мышлении. Дело в завете. Богатство, когда оно соответствует моему духу, становится инструментом справедливости, исцеления и восстановления. Оно возводит церкви. Оно спасает угнетенных. Оно кормит голодных. Оно благословляет поколения. Бедность, если ее не контролировать и одухотворять, становится формой угнетения. Она крадет мечты. Она подавляет видение. Она делает молитвы бессильными. Она заставляет родителей ломаться под давлением,
а детей наследовать страх как неотъемлемое право. Какой из них, по-вашему, оказывает мне большую честь? Чего, по-вашему, я желаю для своих детей бедности, которая сокрушает вашу надежду, или процветания, отражающего мою славу? Вы должны выбрать. Потому что это ваш выбор, моральная дилемма, перекресток между тем, что вам сказали, и тем, что я на самом деле обещал. Я сказал в притчах 10:22: «Благословение Господне обогащает и печали с собою не приносит». Я заикался. Добавил ли я сноску, которая гласила «кроме тебя»? Нет, дитя. Таково было мое сердце. И все же многие уходят от этого обещания, потому что все еще носят в себе клятвы. Я недостоин, я бы предпочел не иметь слишком много. Деньги – это проблема. Успех может меня изменить. Но услышь меня, враг уже использовал этот страх, чтобы ограбить вас не только денег, но и миссии. Не только дохода, но и влияния. Потому что, когда ты связан выживанием, ты не можешь сеять видение. Ты не можешь инвестировать в судьбу. Ты не можешь благословлять других, когда твои руки связаны нуждой. И вот какой резкий контраст я вам сейчас демонстрирую: добро против зла, процветание против бедности, вера против страха, завет против проклятия. Какую позицию занимаете вы? Не там, где твой род, где твой сердце стоит. Потому что вы можете говорить: «Боже, благослови меня» целый день, но если ваша душа все еще несет в себе стыд богатства, вы никогда не раскроете руки достаточно широко, чтобы принять его. Так что же должно измениться? 3 вещи. Твой образ мышления, твой род и ваше позиционирование. 1. Необходимо обновить ваше мышление, это начинается с откровения. Вы должны противостоять всем унаследованным убеждениям о деньгах, успехе и благословении. Вы должны положить все это на алтарь и спросить: «Боже, это от Тебя или по традиции?» Вы должны позволить моему духу переписать сценарий, очистить основания, разрушить всякую ложь и восстановить истину. Начните провозглашать то, что говорю я, а не то, чему вас научило прошлое. Сказать: «Богатство – это инструмент для славы Божьей». Я был создан, чтобы быть благословением, а не обузой. В переполнении нет места чувству вины, только ответственность. Мое умножение подтверждает завет его. 2. Ваш род должен прийти в согласие жизнь и смерть во власти языка. Нельзя просить пропитания, а потом проклинать собственное благополучие, говоря что-то вроде «я никогда не разбогатею» или «это не для таких, как я». Твой род – врата. То, что ты говоришь, становится духовным законом. Начните благословлять свой путь. Говорите о изобилии своих идей, труда и проектов. Осуждайте каждое неосторожное слово, сказанное вами в отчаянии или страхе. Помните, масло вдовы не умножалось, пока она действовали по соглашению с пророческим наставлением. Вы также должны действовать, и первое ваше действие – это ваше исповедание. 3. Ваше позиционирование должно быть осознанным, это самая сложная часть. Потому что она требует перемен. Вы должны начать ходить, словно ожидающие избытка. Вы должны управлять своим временем, как распорядитель ресурсов. Вы должны сеять, даже когда кажется, что мало. Вы должны творить, строить, применять, запускать, даже когда враг говорит: «В чем смысл?» Позиционируйте себя не в страхе, а в вере. Когда я вижу веру в действии, я творю чудеса. А вот и ваше привилегированное знание, то, что понимают немногие, духовное позиционирование открывает невидимые двери. Вы не ждете изобилия,
чтобы действовать как сосуд богатства. Вы действуете сейчас, в условиях голода, в долгах, в сомнениях, потому что вера движет мной прежде, чем появятся результаты. Так какую же тюрьму вам предстоит разрушить? Это клятва, которую ты дал, потеряв все? Это тот шепот, который вы слышали в детстве: мы не заслуживаем хороших вещей? Страх, что процветание вас развратит? Вот это настоящие стены. И их нужно разрушить. Твоя душа не может бороться за то, что она поклялась отвергнуть. И поэтому я прошу тебя, как твой Создатель, твой Кормилец, твой Защитник, отречешься ли ты от внутренних обетов, которые никогда не были даны мной? Примете ли вы благословение без чувства вины? Поднимешься ли ты и будешь ли ходить в завете, за который я заплатил своей кровью и своим словом? Потому что, если вы позволите, я обещаю вам, то, что вы считали достаточным, станет более чем достаточным. То, что вы считали предназначенным только для других, станет вашей реальностью. То, что вы называли слишком многим, станет вашим долгом отдать. Ваше чудо не просто посетит вашу жизнь, оно пустить корни в твоей жизни. Но все начинается сейчас. С покаяния, с откровения, с позиционирования. В следующей части я расскажу вам о божественных обещаниях, за которыми вы гонялись годами, и они, наконец, окажутся там, где им всегда было суждено пребывать, внутри души, которая говорит «да» изобилию без стыда. Не останавливайтесь на достигнутом. Это ваша линия на песке. На этом проклятие заканчивается. Вот тут-то и происходит взлом тюрьмы. Оставайтесь рядом, потому что ваше наследство не придет. Его уже здесь жду вашего согласия. Дитя мое, ты стоишь на краю чего-то святого. Не из-за удачи, не из-за человеческой логики, а потому, что что-то в твоем духе подсказало: я готов к большему. Вы почувствовали, как цепи прошлого рушатся. Вы обнажили внутренние клятвы. Вы увидели скрытые корни нужды. И теперь пришло время не просто поверить в благословение, но и обитать в нем, жить в нем. Дышать им в стенах своего дома. Потому что вот секрет, который удерживает многих от сбора урожая. Благословение – это не просто вклад в ваши руки. Это преображение вашей атмосферы. Слишком часто мой народ молит о пропитании устами, но окружает себя зловонием нужды через свои слова, привычки, отношения. Они взывают о переменах, но не меняют климат своих домов. И семя не может прорасти в загрязненной почве. Ваш дом – это больше, чем просто убежище. Это духовная территория и атмосфера, которую вы создаете внутри, определяет, может ли благосклонность и отдых там или бытие толкнули с него. Позвольте мне спросить вас, какой дух живет в вашем доме? Это дух хвалителя и пессимизм? Это вера или страх? Отражают ли ваши стены эхо, поклонение или сволноваться? Потому что то, что наполняет вашу атмосферу, формирует вашу реальность. Вы должны понять, я смотрю не только на вашу молитвенную жизнь, я также рассматриваю вашу хвалить жизнь. Я не только слышу, о чем вы просите, стоя на коленях, я вижу, в чем вы исповедуетесь, когда расстроены. И часто благословение крадет не дьявол, а дух бормотания, который блокирует поток. Ропот – язык нехватки. Хвала – язык изобилия. Вам следует выбрать свой диалект, потому что я не могу излить милость в пространство, которое больше согласуется с сомнениями, чем с моими обещаниями. И вот ваш следующий уровень трансформации – освети свой дом. Подобно тому,
как израильтяне помазывали косяки своих дверей перед исходом, вы должны помазать свою территорию сейчас, не только маслом, но и намерение, почтение и правда. Перестаньте терпеть атмосферу, которая противоречит тому, о чем вы просите. Начать с произнесения Писания вслух в каждую комнату. Заявляем: «Господь, пастор мой, я ни в чем не буду нуждаться». Сказать: «Мой дом – дом благословения и мира». Провозглашайте: «Каждый уголок этого дома принадлежит Господу». Потому что мое слово не только для чтения. Оно длинносущее ваше пространство. Возьмите каждую монету, которая попадает вам в руки, и благословите ее. Скажите: «Это свято. Это семя. Это пропитание прямо с небес». Перестаньте проклинать то, что кажется вам слишком незначительным, потому что то, что вы проклинаете, не может умножаться. Перестаньте смотреть на свой банковский счет с сарказмом и называть его ничем. Начните благодарить меня за это, потому что благодарность – это врата роста. Хотите перемен? Сделайте свой дом плодородное поле. Включите музыку для богослужения на заднем плане, не для настроения, а для духовная война. Замените жалобы заявлениями. Когда получите счет, не паникуйте. Пророчества. Сказать: «Это тоже будет оплачено, и у меня будет более чем достаточно». Пусть ваши дети услышат веру, а не страх. Пусть ваш супруг ощутит мир, а не панику. Пусть ваша гостиная наполнится ароматом похвалы, а не зловонием стресса. Почему? Потому что где вера царит, даже то, что было заблокировано в течение многих лет, начинает двигаться. Благосклонность притягивается к средам, которые готовы хозяин это. Вы не строите дворец после прибытия короля. Вы готовите место, да он приходит. Поэтому я говорю вам сейчас: готовьте дворец. Ваш дом должен стать святилищем. Ваша столовая – алтарем. Ваш стол – местом благодарения. Ваша кровать – местом пророческого покоя. Ваши окна – вратами провозглашения. Благослови свой холодильник. Благослови свою входную дверь. Возложи руки на почтовый ящик и скажи: «Пусть придет пропитание. Пусть добрые вести найдут меня здесь». Потому что там, где враг посеял страх, теперь вы будете сажать благосклонность. Там, где правила тьма, теперь вы будете сиять светом. Это не суеверие. Это духовный интеллект. Ваш враг нападает не только на ваш кошелек, он нападает на вашу атмосферу. Потому что, если он может держать ваш дом наполненным страхом, ему не нужно красть ваши деньги. Ваш дух будет отвергать увеличение еще до того, как это произойдет. Вот почему многие из вас видели чудеса снаружи, но не внутри. Вам поступали предложения, которые так и не приносили плодов. Вы видели, как исчезали почти удачные предложения. И вы задавались вопросом: что со мной не так? Но дело не в тебе, а в климате. И климат контролирует урожай. Пришло время очистить свой воздух. Не только физически, но и духовно. Пришло время осветить свое окружение. Сверхъестественное обеспечение. Вот где благословение поселяется не только в ваших руках, но и в ваших дом. Потому что богатство не просто предназначено для посещения, оно предназначено для размещенной. И теперь я даю вам божественные обещания. Обещания, которые исполнятся там, где их примет вера. Я заявляю, вам не придется жить в режиме выживания еще год. Вы будете кредитором, а не заемщиком. Ваш дом будет наполнен миром, а не паникой. Каждый уголок вашей жизни будет отражать богатство того, кто сотворил вас.
Я отпускаю на вас слова Псалма 112: «Обилие и богатство в доме твоем, и правда твоя пребывает вовек». Свет воссиял во тьме для праведных, благодать, милость и правда истекают через тебя. Вы уже не просто выживаете. Вы вступаете в священное управление. Но услышьте меня, это благословение приходит не только через молитву, но и через позиционирование. Она течет не только с небес, но и с алтаря твоего домашняя жизнь. Итак, теперь я спрашиваю вас, как звучит ваш дом? Ваши стены отражают веру или разочарование? Пригласили ли вы благословение поселиться в нем или просто посетить его? Соответствует ли ваше окружение чуду, о котором вы молитесь? Сегодня ваш божественный поворотный момент. Благослови твой дом. Благослови твой доход. Благослови твой стол. Начните с того, что у вас есть. Бог всегда умножает отверное семя. Вам не нужно ждать большего, чтобы начать вести себя так, будто вы благословенны. Действуй благословенно сейчас, и я отвечу на твое действие ускорения. Моя благосклонность не хрупкая, но она селективной. Он не задерживается там, где есть согласие со страхом. Он витает над теми, кто дает ему место. Итак, с этого дня и впредь освободите место. Очистите воздух. Измените атмосферу. Наполните пространство заявлениями. Произносите мои обещания так, будто они уже исполнились. И увидите, как сам кислород в вашем доме начнет меняться. Потому что когда вера становится твоей средой, чудеса становятся для вас нормой. Теперь я предлагаю вам отметить этот момент. Оставьте комментарий ниже и заявите: «Мой дом – дом благословения». Я освящаю каждый уголок для процветания. Я хожу в божественной милости и принимаю присутствие изобилия. Произнеси это, чтобы услышало духовное царство. Провозгласи это, чтобы ангелы твои откликнулись. Запиши это, чтобы твоя душа никогда не забыла. Потому что ты, дитя мое, теперь являешься управителем нового климата. И этот климат даст урожай, который никогда не иссякает. Остаться со мной. Потому что в следующей части мы будем молиться не как нищие, а как наследники. Не как чужие благословению, а как воинство небесного изобилия. И когда мы это сделаем, откроется нечто вечное. Поэтому пусть ваш дом будет готов. Потому что благословение приходит. Теперь, дитя мое, сделай глубокий вдох. Успокойся духом и приготовься к чему-то вечному. Это не обычная молитва. Это не отчаяние. Это декларация. Ты не приходишь ко мне как нищий. Ты стоишь передо мной как наследник, купленный кровью, запечатленный духом и связанный заветом. И с этой идентичностью приходит власть. Это момент, когда слова становятся оружием, вера – огнем, а духовное наследие начинает проявляться в зримой форме. Давайте начнем. Отец, во имя Иисуса Христа, воскресшего Царя, первенца многих братьев, я занимаю свое законное положение, не ниже, но выше, не вне обетования, но внутри завета. Сегодня я отвергаю все духовные цепи, сковывающие мой разум, мои ресурсы, мои ожидания и мою семью. Я провозглашаю верой: цикл потерь завершен. Благодать пришла. Небеса благоволят мне. Ибо написано в Исаии 45:3: «И отдам тебе хранимые во тьме сокровища, сокрытые богатства, дабы ты познал, что я Господь. Я принимаю эти сокровища сейчас не только материальные, но и духовные». Мудрость, ясность, покой, божественные стратегии. Все, что было скрыто от прошлых поколений,
яви это мне сейчас, Господь. Теперь я разрываю каждое слово, произнесенное в невежестве теми, кто меня воспитал, учил, управлял мной или неправильно меня понял. Я разрываю внутренние клятвы, данные мной в боли. Такие фразы, как «я никогда не буду богатым», «я не хочу слишком многого» или «деньги меняют людей». Я отменяю всякое устное соглашение с недостатком и называю эти семена проклятой и бесплодной с этого дня и впредь. Во имя Иисуса я отменяю духовное соглашение, заключенные моими предками, которые порождали нищету, страх, застой и стыд. Я объявляю эти двери закрытыми, эти проклятия снятыми, эти шаблоны разрушенными. Я молюсь о крови Иисуса над моей фамилией, над моим происхождением и над всем духовным наследием, которое было отложено, украдено или заперто. Я провозглашаю восстановление. Я возвращаю то, что принадлежит мне, не через борьбу, а через божественную справедливость. Как и во Второзаконии 8:18, «Господь, Бог твой, дает тебе силу приобретать богатство, чтобы утвердить завет свой. И я принимаю эту силу сейчас не для корысти, но ради царства. Пусть мои руки созидают то, что прославляет тебя. Пусть мои идеи будут плодотворны. Пусть мой труд принесет плоды. Пусть мои хранилища наполнятся. Боже, я провозглашаю, что мой дом теперь освященный сосуд пропитания. Мой кошелек свят. Мой бизнес свят. Мой бюджет свят. И все, к чему я прикасаюсь, благословенный. Пусть слова из 2 Коринфянам 9:8 оживут в моей жизни, и Бог способен благословить вас щедро, чтобы вы во всем и всегда, имея все необходимое, были богаты на всякое доброе дело. Я принимаю это изобилие. Я принимаю эту достаточность. Я согласен с Твоим словом. Теперь, Господь, я молюсь за божественный переворот. Избавься от стыда, который я испытывал каждый раз, когда не мог ничего обеспечить. Избавьтесь от страха, который я испытывал, когда возможности ускользали от меня. Избавьтесь от чувства вины, которое я испытывал, когда мечтал о слишком многом или желал большего. Отмени ложь, в которую я верил, которая говорила: «Это все, чем я когда-либо буду». Я обращаюсь сейчас к духовному миру. Я больше не связан тем, чего боялся. Я согласен с тем, что ты обещал. Ибо, как ты показал в чуде вдовицы в 4 царств, глава 4, масло не умножалось, пока не изменились обстоятельства, пока не закрылась дверь страху и пока не было совершено действие, исполненное веры. Я провозглашаю, что та же подготовка завершена в моей жизни. Теперь награда следует за послушанием. И так же, как она налила и обнаружила, что перелилась через край, я заявляю, что все, во что я вкладываю себя, под Твоим руководством умножатся мои финансы. Мои усилия. Моя мудрость. Мои отношения. Мой голос. Аминь. А теперь, дитя мое, замри еще на мгновение. Чувствуешь? Изменение атмосферы. Поднятие тяжестей. Начало смены. Это не воображение. Это трансформация. И я хочу, чтобы вы сейчас, прямо там, где вы находитесь, заявили в комментариях: «Цикл завершен». Благословение началось. Мой дом – место чудес. Запишите это. Отметьте это. Провозгласите это. Потому что это поворотный момент. Старый сезон закончился. Новый сезон родился. И духовный мир уже начал меняться в вашу пользу. Вы не ждете небес. Небеса ждут тебе соглашения. Чудеса не длятся всего лишь мгновение. Они предназначены для того, чтобы открыть жизнь божественного ритма. Вы должны понять следующее. Вера – это не чувство.
Вера – это сила. Он не должен подниматься только тогда, когда играет музыка или послание трогает ваше сердце. Он должен оставаться активным, когда музыка затихает и давление возвращается. Потому что то, что вы получили сегодня, это не просто вдохновение, это наставление. Это фундамент. Теперь ты должен сторожить, что дал тебе Бог. Благословение подобно саду. Оно полно семян, готовых к размножению, богатых потенциалом. Но оно должно быть защищенной. Вы должны следить за своим разумом, своими ушами, своим домом, своими привычками. Вы не сможете жить в достатке, держа ворота открытыми для голосов, прославляющих кризис и страх. Вы не можете говорить о изобилии в молитве, а затем сопереживать нехватки в разговоре. Итак, слушайте меня ясно, относитесь к деньгам не как к идолу, не как к Богу, не как к бремени, но как к благословению. Освящайте его каждый раз, когда оно попадает вам в руки. Будь то $1 или 1000, проговаривайте над ним. Это принадлежит Богу. Это семя. Оно умножится. Это прославит царство. Никогда больше не говорите «недостаточно». Эта фраза теперь закрытая дверь в вашу жизнь. С этого дня и впредь говори-жизнят своими финансами. Даже в периоды ограничений заявляйте: провизия идет. Бог – мой источник. Недостаток не имеет власти в моем доме. И помните, Бог не благословляет хаос. Он не преуспевает. Расстройства. Он чтит созвучные сердца, преданные души и дома, в которых царят мир, хвала и цель. Это означает организацию своих финансов, управление своими возможностями и отказ от любого подхода, который вносит сумятицу. Благословение, о котором вы молились, не будет существовать в атмосфере разочарования и страха. Оно будет пребывать в порядок и вера. Если вы уже видите прогресс, пусть даже самый незначительный, празднуйте его. Семя живо. Полейте его благодарностью. Питайте его послушанием. Не саботируйте его, возвращаясь к старым шаблонам. Вы вступили в новая эра, и эта новая версия тебя не может жить по правилам твоего прошлого. И если сегодня вы все еще чувствуете себя как в пустыне, не отчаивайтесь. Это не проклятие. Это класс. Это место, где я тренируюсь. Великие лидеры пустыни не для того, чтобы тебя погубить, а для того, чтобы ты развивался. Моисей прошел через нее. Давид бежал через нее. Иисус постился в ней. И все они вышли сила, авторитет и переполнение. Так что не бойтесь пустыни. Просто не построить там дом, продолжайте идти. Продолжайте исповедовать. Продолжайте хвалить. Потому что корни изобилия уже прорастают внутри вас. Возможно, вы пока не видите плода, но семя активно, и мое слово никогда не возвращается тщетным. Теперь я говорю вам следующее. Вы больше не будете руководствоваться принципом выживания. Вы не вернетесь к ментальному рабству. Вы будете первым в своем роду, кто войдет в избыток. Вы станете носителем мудрости, порядка, стратегии и щедрости королевства. Дух Божий идет впереди вас в ваш бизнес, ваши идеи, ваш банковский счет, ваши отношения, ваши мечты. Благодать нашла вас, и она будет следовать за вами. Но я призываю вас, не проходите этот путь в одиночку. Этот канал не просто платформа, это духовный алтарь. Пространство, высеченное в хаосе мира, чтобы напомнить вам, что вы не были созданы для нужды, не были созданы для того, чтобы застрять, и вам никогда не предназначалось сливаться с теми, кто поддался страху. Итак, я приглашаю вас подписаться сейчас и станьте частью движения, которое научит вас, как поддерживать благословение. Не просто чувствовать его,
но и жить этим. Каждую неделю мы публикуем подобные сообщения, призванные укрепить вашу веру, скорректировать ваш курс и пробудить ваш божественный потенциал. Оставьте комментарий прямо сейчас и провозгласите, что это послание открыло вас. Напишите свое свидетельство. Запечатайте свой сдвиг словами. Пусть ваша душа услышит, как она говорит: «Я вступила в новый сезон. Внутри меня началось изобилие. Мой дом наладился. Моя жизнь меняется». И помните, каждый раз, взаимодействуя с этим пространством, вы сеете семена для своей трансформации. Вы питаете климат, поддерживающий ваше благословение. Так что ставьте лайки, комментируйте и делитесь этим сообщением с тем, кто молча борется. С тем, кому нужно это услышать. Они не разрушают проклятие, они освобождают от благословения. И подготовьте свое сердце к тому, что будет дальше. Потому что в следующей сессии мы углубимся в этот вопрос. Мы рассмотрим, как сохранить ваше благословение. Течет, как избежать духовной засухи. Как противостоять голосу рецидива, который пытается снова затянуть вас в страх. Как жить последовательно, стратегически и силой, даже когда пустыня снова пытается нашептать. Вы начали нечто важное. Не останавливайтесь сейчас. Небеса откликаются. Благосклонность течет рекой. Ваш завет действителен. Итак, ступай смело, дитя Божие. Ты не вернешься к старому. Вы движетесь вперед с огнем в сердце, стратегией в руках и Словом Божьим на устах. Увидимся в следующем сообщении. Путешествие только началось.